Эта история произошла с мужчиной по имени Геннадий. Он жил в маленькой деревне, которая находилась возле озера. Проживал мужчина один, жены и детей у него не было. Он был общительным и любил прогуливаться по улицам деревни, наслаждаясь природой и общением с соседями. В своих прогулках Геннадий часто останавливался у озера, чтобы полюбоваться его красотой и спокойствием. Он любил наблюдать за плавающими по воде лебедями и слушать пение птиц, которые обитали в окрестностях озера. Каждый раз, когда он приходил к озеру, он ощущал себя ближе к природе и забывал о повседневных заботах. Геннадий также был любимцем соседей. Он всегда был готов помочь им в трудных ситуациях и поддержать их в радостных моментах жизни. Благодаря своей доброте и открытому характеру он завоевал уважение и доверие всех жителей деревни. Все знали, что на Геннадия можно положиться и что он всегда будет рядом, когда это нужно. Несмотря на то, что у Геннадия не было семьи, он никогда не чувствовал себя одиноким. Его друзья и соседи были его второй семьей, с которой он делил радости и горести. Он ценил каждый момент, проведенный с ними, и благодаря этому его жизнь была наполнена смыслом и радостью. Однажды, в один прекрасный летний день, Геннадий, как обычно, отправился на свою прогулку. Он прошел мимо местного магазина, заглянул в церковь, поздоровался с местными жителями. И вот, когда он шел по улочке, он заметил нечто ужасное медведя, который копался в мусорных баках. Геннадий остановился, ошарашенный происходящим. Но когда он пригляделся, его ужас только усилился. Он увидел, что в мусоре лежит выброшенный новорожденный ребенок. Геннадий не мог поверить своим глазам. Он осторожно подошел к мусорным бакам и взял малыша в руки. Ребенок был обмотан грязной тряпкой, плакал и дрожал от холода. Геннадий был в ужасе. Он понимал, что не может оставить ребенка в таком состоянии. Он сразу вызвал полицию и скорую помощь. Когда они приехали, обеспокоенный медведь отступил в сторону. Сотрудники полиции и медики забрали малыша, обернули его в теплое покрывало и поместили в машину скорой помощи. Ребенку было несколько дней, и его жизни ничего не угрожало. В больнице ему оказали необходимую помощь и обеспечили все необходимое. Геннадий был очень обеспокоен и переживал за судьбу этого младенца. Он решил, что будет следить за его развитием и помогать, сколько сможет. Подробное расследование полиции позволило найти мать ребенка. Оказалось, что она была безработной одинокой женщиной, неспособной обеспечить достойное будущее своему ребенку. Она была арестована и в скором времени предстанет пред судом за попытку убийства новорожденного ребенка. Геннадий, в свою очередь, решил приютить ребенка. Он был готов сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить малышу счастливое детство и будущее. Он назвал его Александром и сделал все возможное, чтобы обеспечить ему заботу, любовь и безопасность. Годы прошли, и Александр вырос во взрослого и успешного молодого человека. Он получил хорошее образование, стал врачом и помогал другим людям, так же, как помог ему Геннадий. Геннадий всегда с гордостью рассказывал историю о том, как он спас новорожденного ребенка, даже несмотря на все трудности и сложности, с которыми пришлось столкнуться. Все это время Александр не только развивал свои профессиональные навыки, но и совершенствовался как человек. Он стал более ответственным и сострадательным, всегда готовым оказать помощь тем, кто нуждается в ней. Его знания и опыт стали неоценимыми для пациентов, которые обращались к нему за помощью и лечением. Александр всегда старался найти наилучшее решение для каждого случая, несмотря на сложность и непредсказуемость ситуации. В его глазах можно было увидеть искреннюю заботу и желание помочь людям. Геннадий и Александр оставались тесно связанными и по сегодняшний день. Они вместе проводили время на озере, где Геннадий нашел малыша. Они заботились друг о друге и всегда были рядом в трудные моменты. Благодаря этому случаю две судьбы объединились вместе и смогли создать счастливую и успешную жизнь. Эта история показывает, как одно человеческое действие может изменить судьбы не только одного человека, но и многих других. Геннадий не подумал ни секунды, прежде чем помочь малышу,
и его доброта и сострадание привели к чуду. Эта история напоминает нам о важности быть готовым помочь и поддержать других в трудные моменты и о том, что каждый из нас может сделать мир лучше. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.